ворвались мужчины в камуфляже и открыли стрельбу, затем взорвали гранату, вследствие чего погибли 40 человек, как я уже сказала, и началось возгорание здания. Сейчас пострадавших в теракте везут в больницы Красногорска, Химок и Одинцова. Об этом сообщил областной Минздрав. Ну а около самого Крокус-Сити-Холла дежурит очень много машин скорой помощи, реанимации, а также полиция, вертолеты продолжают активно тушить пожар. Уже известно, что более 320 спасателей, свыше 130 единиц техники МЧС России работает на месте теракта в Крокус-Сити-Холле. И у нас есть официальный представитель МВД России, она находится на месте. Если комментарий, давайте послушаем. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в Крокус-Сити-Холл. Сейчас в режиме реального времени Владимир Колокольцев получает доклады об обстановке на месте происшествия. Также отмечу, что группа «Пикник», представители группы «Пикник», которые, собственно, должны были выступить сегодня в Крокус-Сити-Холле, не пострадали. И у нас есть комментарий из концертного директора. Также давайте послушаем. Это произошло до начала концерта, поэтому, да, удалось. В ужасном состоянии группа. Следим за новостями с ужасом. Мы надеемся, что безопасно. Какое сейчас место может быть безопасным? Крокус уже был безопасным 2 часа назад. Сейчас около Крокуса дежурит более 50 машин скорой помощи. Также во время, когда пожар только начался, на время перекрывали МКАД, но сейчас движение уже восстановлено. Мы видим, что спокойно проходят проезжающие, контролируют это все сотрудники ДПС, но машины не останавливаются, проезжают, конечно, все. Видно, что многие интересуются, начинают доставать телефоны и снимать, но движение спокойное, и машина проходит. Мы видим, что продолжает гореть Крокус-Сити-Холл, продолжает гореть крыша. Уже практически все стекла, даже сказать, что взорвались, потому что они взрывались такими хлопками и падали на асфальт тоже с хлопками. Постепенно сначала обрушилась кровля, потом начали падать стекла, но вот один за одним вертолеты продолжают тушить пожар, ну и машины, конечно же, тоже пожарные тушат. Нескончаемый поток воды льется в Крокус-Сити-Холл. Я напомню, что площадь пожара сейчас около 13 тысяч метров квадратных, и в пожаре, и в пожаре, и от стрельбы сейчас, по данным ФСБ, 40 погибших. Предварительно один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан. Пока личность его не установлена. Непонятно, что это за мужчины, которые ворвались в Крокус-Сити-Холл, начали стрельбу, потом взорвали гранату, которая, собственно, впоследствии привела к такому масштабному пожару. Но это теракт. Это точно. Также сейчас вокруг Крокус-Сити-Холла много очевидцев. Не уезжают представители СМИ. Также есть и обычные люди, которые следят, переживают об этой трагедии, потому что действительно Крокус-Сити-Холл всегда был центром творчества, центром музыки. Очень много концертов здесь проходило. Многие люди даже приезжали из других городов, из других стран, чтобы посетить какие-либо концерты. И вот, собственно, один из таких концертов сегодня закончился. Моя коллега Настя Тареева с последними обновленными данными, она продолжает работать на месте, мы к ней еще вернемся. Пока что, я так понимаю, картинка у нас есть, да, сейчас, которую мы показываем, обновленная, вот то, что сейчас происходит возле Крокус-Сити. Далее, по последним сводкам, которые есть на 23 часа 43 минуты, министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова прибыли в федеральный центр
Центр медицины катастроф. Они координируют оказание медпомощи пострадавшим. Еще из последних данных к Крокус-Сити направлено еще 10 автобусов особого большого класса Мосгортранса для эвакуации людей. Об этом сообщают местные власти. Там еще продолжают оставаться люди. Их нужно вывести оттуда. Вот для этого Дептранс направил дополнительные автобусы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре Крокус-Сити. Вот смотрите, прямо сейчас на экране мы приводим его текст. Власти Москвы окажут помощь всем пострадавшим в результате трагедии. Об этом также сообщил мэр в своем телеграм-канале. После нападения вооруженных людей в здании произошел пожар. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Об этом заявили в МЧС. В то же время станция метро Микинина, которая находится в непосредственной близости от Крокус-Сити-холла, продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. На станцию уже прибыли дополнительные силы службы безопасности. При этом движение на МКАД в районе Крокус-Сити-холла затруднено. Я уже вам сегодня об этом неоднократно говорил. 2 полосы заняты, и поэтому пытайтесь найти варианты объезда. Или вообще, если вам нужно туда ехать, конечно, лучше отложить эту поездку, выбрать какие-то альтернативные пути. Еще я вам сейчас хочу показать, что происходит в телеграм-каналах. Я попрошу режиссера вывести. Вот очень много телеграм-каналов окрасились в черно-белый цвет. То есть вот эти вот кружки, например, да, там Минобороны России, естественно, там агентство Москва, наши коллеги, МЧС России. Сейчас режиссер выведет эту iPad, и вы увидите Банк России, МЧС, как я уже сказал. То есть вот эти вот все, вот смотрите, сейчас мы с этой стороны я вам покажу. Все эти телеграм-каналы, вот вы видите, окрасились в черно-белые цвета. Так, друзья, теперь возвращаемся к последней информации и заявлениям официальных властей. Это очень важно. Я уже неоднократно сегодня в течение вечера говорил, что нужно доверять только проверенным источникам. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Далее я привожу его цитату. Прошу с пониманием отнестись к этой мере. Далее цитируем опять же мэра. Сегодня в торговом центре Крокус-Сити произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Теперь мы переключаемся на моего коллегу Максима Сироткина. Он следит вообще за тем, что происходит сейчас в городе. Ситуация напряженная. Что с трафиком, что с движением. Он выходит в прямой эфир. Максим, тебе слово. Да, приветствую. Да, в московском метрополитене сейчас проходят усиленные досмотры пассажиров. Например, на станции Микинина прибыли дополнительные силы службы безопасности метро, а также сотрудники УВД. Станция Микинина работает штатно на вход и выход. В настоящее время к Крокус-Сити-холл направлено 10 автобусов особо большого класса ГУП Мосгортранс. При необходимости их количество будет увеличено, они зарезервированы. Автобусы будут находиться на месте столько, сколько потребует сложившаяся ситуация. Станция метро Микинина работает штатно на вход и выход. Движение на МКАД в районе Крокус-Сити-холл сильно затруднено. Мы просим водителей избегать поездок в данный район и выбирать альтернативные пути проезда. Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе концертного зала Крокус-Сити-холл перекрыто. Например, перекрыто движение по проспекту маршала Жукова в направлении МКАД. Ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область. Перекрыт съезд с улицы маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД. Водители просят отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути объезда. Как заявили в Дептрансе, к Крокусу сейчас отправлены дополнительные автобусы для эвакуации людей. Безопасность перевозок всегда является приоритетом для московского метрополитена.
Сейчас на станции Микинина работает ведомственная охрана правительства Москвы, работники службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене. На входах в метро усилен досмотр. Просим отнестись с пониманием и повторяем, что безопасность ваших поездок для нас – это приоритет. Станция метро Микинина работает в штатном режиме. Ограничений на вход и выход нет. В московских аэропортах усилены меры безопасности. Как заявили в Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском усилен контроль входных групп и периметр аэропортов. Московский аэропорт Домодедово работает по 3-му максимальному уровню безопасности. Служба авиационной безопасности и полиция в усиленном режиме сейчас проводят досмотр всех пассажиров и посетителей. Обслуживание судов осуществляется в полном объеме, несмотря на дополнительные меры безопасности. Ведомство призывает пассажиров заранее прибывать в аэропорты. Меры безопасности также усилили в поездах, на вокзалах и станциях и других местах массового скопления людей. Как сообщили в РЖД, сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Аэроэкспресс усилил меры безопасности в терминалах и подвижном составе. При этом сами поезда и экспресс-автобусы следуют в направлении столичных аэропортов в обычном режиме. Тем временем, как сообщил Сергей Собянин, все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на выходных в Москве отменены. Завтра отменены также занятия в московских вузах и школах. Отменены все спектакли в столичных театрах. Кроме того, жители Москвы и Московской области могут сдать кровь для пострадавших. Центр крови будет принимать доноров крови в субботу, завтра с 8:30 утра. Ну и я на всякий случай повторю номер телефона. Поступление в больницы пострадавших за сутки в Москве вы можете узнать по номеру +7 495 621 43 31. Студия. Да, Максим, спасибо. Мой коллега Максим Сироткин продолжает дежурить в городе и рассказывать нам, что происходит сейчас в Москве. Мы к нему еще вернемся чуть позже. Пока что обновленная информация с лент информагентства. Максимальный 3-й уровень безопасности действует на объектах транспорта. Вот Максим об этом уже сказал. Это такое вот дополнение, что это максимальный уровень. Далее Министерство культуры уже заявило о том, что массовые мероприятия на ближайшие дни, конечно же, все отменяются. Далее, медицинские службы, как я уже неоднократно говорил, готовы к оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в теракте и их близким. Есть все медикаменты, также зарезервированы койки в медицинских организациях. Об этом в том числе сообщили в аппарате вице-премьера. Пострадавших принимают в клиниках Подмосковья, Москвы, а также в федеральных медицинских центрах. Что касаемо, что происходит непосредственно на месте, там работают порядка 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, в том числе несколько вертолетов, в том числе вертолеты, которые пытаются потушить кровлю здания сверху. Как я уже говорил, по последним данным, это речь идет о 13 тысячах квадратных метров. Возможно, в течение вот того времени, когда я озвучивал эту информацию, цифра поменялась и увеличилась или уменьшилась, потому что огромное количество вот этого пожара и задымления, с которым до сих пор справиться не могут. У нас есть, да, комментарий, я так понимаю, тренера по фигурному катанию на катке в торговом центре «Вегас». Что рассказали? У нас сегодня проходила плановая тренировка. На льду было 3 тренера. Во время тренировки под конец к нам подошли, к главному тренеру подошел мужчина и сказал такую фразу: «Если что, там стреляют». Вот, тренер подъехал к нам, передала эту информацию, и буквально через 2 секунды мы увидели, как толпа людей побежала к выходу. Мы экстренно начали зазывать детей со льда, убирать их, просто под руки волокли практически по льду. Вот. Но далее, благо, родители были рядом, всех детей забрали. Вот, девочку там последнюю вывели. Ну и, собственно, прямо в коньках все выбежали на улицу. Мы успели, я, второй тренер и девочка, ребенок, успели убежать на парковку, сели в машину, уехали. Мы созвонились с родителями, передали
ребенка родителям и уже уехали. Это огня мы не слышали, потому что я так понимаю, что мы буквально первая толпа, первые секунды, и так как каток находится прямо у выхода, мы буквально сразу же из этого торгового центра вышли, и уже дальше мы только слышали, что кричали «стреляют, стреляют», а где, когда, во сколько, где это происходило, мы не знаем. То есть мы потом уже впоследствии узнали, что это было в другом здании, то есть по соседству, но, естественно, паника, и просто люди стадным режимом побежали к выходу. В Крокусе находилась группа «Пикник», мы уже об этом неоднократно говорили, и нам удалось получить комментарий Юрия Чернышевского, концертного директора. Вот что он рассказал, как произошедшее описывают в том числе артисты. Это произошло до начала концерта, поэтому, да, удалось. В ужасном состоянии группа. Следим за новостями с ужасом. Мы надеемся, что безопасно. Какое сейчас место может быть безопасным? Крокус уже был безопасным 2 часа назад. Конечно, чтобы понять всю картину произошедшего и трагедии, для этого в том числе нам писали и звонили люди, которые находились в непосредственной близости, очевидцы, и вот что рассказывают они. Пришли с женой под самое, можно сказать, начало, поднялись, куртки сдали, объявили, что сейчас начнется концерт. После объявления начались хлопки. Сначала ощущение было, что петарды какие-то. Смотрим, народ рванул в разные стороны, кто куда. Особенно те, кто на первом этаже в партере были. Смотрим, через сцену начали убегать. Мы, соответственно, тоже встали. Парень какой-то вбежал, говорит: ребята, все уходим, там, говорит, с автоматов люди. Конкретная стрельба была, потому что очередь автомата я узнаю. Мы сначала в рядах легли, потому что эти уроды уже зашли вниз. Я сверху видел, как они людей стрелять начали. Мы в этот момент между рядов лежали. Потом они как будто ушли под балкон. И в этот момент мы ползком добрались до непосредственно выхода. Жена первая выскочила, а я тут замешкался, думал, что она еще осталась там. Начал бегать между рядов искать. Потом созвонились, я за ней следом. В этот момент загорело, черный дым пошел. И я выбежал, люди все в шоке. Я не понял, через какой выход, но на задний двор выбежал. К комментариям очевидцев мы вернемся чуть позже. У нас есть и новые очевидцы, которые рассказывали, что происходит там. Сейчас комментарий Дмитрия Пескова, что заявил пресс-секретарь президента. Это его слова, я сейчас процитирую. Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в Крокус-Сити-Холле было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем. Вся оперативная информация сразу поступает к нему. Глава государства дает все необходимые указания. Чуть позже будет уже комментарий словесный Дмитрия Пескова. Мы его покажем. Пока что он в таком печатном виде его цитирует все средства массовой информации. С заявлением по трагедии в Крокусе выступили также и в Совете Федерации. Вот что там сказали. Это ад, и, к сожалению, это произошло сейчас, и когда страна находится в специальной военной операции, мы понимаем, что есть те неконструктивные силы, которые хотят запугать людей, и то, что это происходит в ситуации, когда находятся абсолютно мирные люди, которые пришли посетить массовое мероприятие или просто зашли для того, чтобы провести вечер, они попали в такую ужасную ситуацию. И поэтому каждый, конечно же, кто это совершил, ответит по заслугам. Сейчас работают все службы, и я уверена, что разрешится ситуация. Но, тем не менее, конечно, это вызов, но отмечу, что все силы сейчас внимательно следят за происшедшими событиями и предпринимают самые активные действия.
Давайте к этому часу 23:57 немножко подытожим, какой информацией мы обладаем. Значит, медицинские службы готовы к оказанию всей необходимой помощи и оказывают ее незамедлительно прямо сейчас. Есть все медикаменты, зарезервированы койки в медицинских организациях. Об этом, обо всем сообщают в аппарате лично вице-премьер Татьяна Голикова. Далее, Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте. Все положенные меры поддержки будут назначены всем максимально оперативно. Друзья, все номера телефонов и все данные по этой информации, в том числе, когда будут обновляться, мы будем оперативно их выдавать в прямой эфир. Далее, максимальный 3-й уровень безопасности действует на объектах транспорта России. Это касаемо всей страны. Пассажиров просят прибывать на вокзалы и аэропорты заранее. Об этом сообщает Минтранс. Если вы сейчас собираетесь в том числе в столичные аэропорты, пожалуйста, учитывайте это. Как я уже ранее говорил, все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменяются. Это подтвердили, сообщили в Министерстве культуры. Я так понимаю, что сейчас у нас есть возможность прочитать и показать номера телефонов, да, экстренных служб, по которым вы можете получить всю необходимую информацию. Итак, горячая линия Министерства здравоохранения Московской области на вашем экране +7 498. Она будет повторяться, не переживайте, у вас будет время взять и записать и запомнить эти номера. То есть, если вы не можете дозвониться до ваших близких, родных, вы точно уверены, что они были в Крокус-Сити-Холле, периодически на нашем экране возникают номера телефонов, и вы можете на них позвонить, зайти в официальные, в том числе, страницы ведомств, в телеграм-каналах, там тоже дублируются эти номера, только по ним нужно получать всю оперативную информацию. Теперь у нас есть возможность послушать комментарий Ирины Волк, официального представителя МВД. Она находится на месте и прибыла тоже одной из первых на место трагедии. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в Крокус-Сити-Холл. Сейчас в режиме реального времени Владимир Колокольцев получает доклады об обстановке на месте происшествия. Итак, эксклюзивные кадры задержания предполагаемого террориста. Пока что речь идет об одном человеке. Вы сейчас видите эти кадры. Небольшой кусочек видео. Вот все, что сейчас оказалось в нашем распоряжении. Повторюсь, это эксклюзивные кадры. Мы получаем дополнение видео, которое мы вам покажем чуть позже. Пока возвращаемся к тому, что происходит непосредственно на месте возле 65-67 километров МКАД. Там перекрыто и затруднено движение. Водителей убедительно просят воздержаться от поездок в сторону Красногорска. Подробнее о ситуации на дорогах рассказали в ЦОДД. Давайте послушаем их комментарии. Открыто движение по проспекту маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область. Перекрыт съезд с улицы маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД. Перекрыт съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Открыто движение по внешней стороне. Перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону МКАД. Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативный маршрут. Теперь я предлагаю вам посмотреть, что происходит на лентах Информагент. Смотрите, очень важное сообщение от Центра крови. Там будет осуществляться прием доноров и ее компонентов. То есть с сегодняшнего дня мы уже перешли в субботу, 0 часов 02 минуты. С 8:30 утра, то есть уже этим утром, где можно будет сдать кровь. Если у вас есть такое желание, то я вам сейчас сообщу эти адреса. Это в первую очередь Центр крови имени Гаврилова.
Далее донорский центр на Беговой, Поликарпова 14, строение 1. Это донорский центр Царицына и на Шаболовской. Вот эти вот все 4 донорских центра, в том числе вся информация есть на сайте Центра крови. Зайдите, если вы хотите таким образом помочь. Конечно же, любая кровь сейчас очень важна, хотя она есть в полной мере и все необходимое, как я уже говорил, медикаменты в том числе есть. Сейчас, я так понимаю, что у нас есть еще возможность обновить ленты информагентств и посмотреть, что там происходит. Весь мир, все международное сообщество выражает соболезнования Москве в связи с трагедией в Крокус-Сити-холле. Бригады реаниматологов, хирургов и психологов работают в составе оперативного штаба не только в больницах, куда привезли пострадавших, но и в том числе на месте. Все, кто находится до сих пор там, а там находится много людей, точного количества мы не знаем, но они еще там, и их отвозят автобусами Дептранса. Вот сейчас вы видите эту картинку, отвозят обратно в город. Мы видим картинку в прямом эфире, сейчас мне подсказывают, вот это вот количество реанимации скорых, которые находятся на МКАД, в том числе из-за этого осложнено движение. Далее, что из срочных сообщений, которые появляются сейчас на лентах информагентств. У нас есть комментарий, давайте перейдем к комментарию очевидца, вернемся к тому, что рассказывают люди о происходящем в момент теракта. Мы ближе к 8 вечера, наверное, без 5-8, мы заходили в зал. В этот момент мы услышали хлопки сзади. Я обернулась, и мы заходили в партер. Я обернулась, видела свою подругу, которая стоит на коленях. Ее по касательной задела в лопатку. Дальше мы побежали в сторону сцены, пригибались, и дальше за сценой мы выбежали, обежали вокруг зала. Я оборачивалась, единственное, что я видела, это автоматные очереди и что что-то горит. Мы убегали вместе с ней. Нас, на самом деле, было много человек на мероприятии. У нас все, слава богу, живы. Но вот как бы ее ранило и задело еще одного человека. Мы постарались кооперироваться с нашими друзьями. Они нас забрали на машине. Девочку, которую ранила, которая была вместе со мной, мы подошли к дежурящему экипажу скорой, ее перевязали, и дальше мы просто уехали оттуда. Давайте послушаем еще одного очевидца, что он видел во время теракта. Началась стрельба. Сначала люди начали забегать быстро, какой-то был шум непонятный. Потом я уже увидела, что там за ними идут люди, которые стреляют. Они быстрее пробегали в эти двери. Там еще стояли охранники, проверяли сумки, билеты. Я в этот момент поднималась по эскалатору. Я забежала в туалет, там уже началась давка такая. Это был просто ужас какой-то, просто ужас. Там очень страшно. На самом деле внутри ничего не видно из-за дыма. Я даже не могла спуститься, хотя там был всего один пролет. Это были эксклюзивные кадры, как раз вот первые минуты после произошедшего, когда люди хаотично выбегали из Крокус-Сити-холла, и вот их как раз в этот момент встретила моя коллега, которая там же находилась и записала этот комментарий. Прямо сейчас мои коллеги, которые находятся непосредственно возле Крокус-Сити, готовятся выйти в прямой эфир, они появятся с обновленными данными, мы ждем их включения, но пока о дорожной ситуации очень важно, чтобы мы понимали, что там происходит, и нам рассказали об этом в департаменте транспорта. В настоящее время к Крокус-Сити-холл направлено 10 автобусов особо большого класса ГУП «Мосгортранс». При необходимости их количество будет увеличено, они зарезервированы. Автобусы будут находиться на месте столько, сколько потребует сложившаяся ситуация. Станция метро Микинина работает штатно на вход и выход. Движение на МКАД в районе Крокус-Сити-холл сильно затруднено. Мы просим водителей избегать поездок в данный район и выбирать альтернативные пути проезда. Трагедию в Крокус-Сити-холле прокомментировал Дмитрий Песков. Вот что заявил пресс-секретарь президента. Давайте посмотрим.
Итак, Владимиру Путину в первые минуты произошедшего было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем. Все это происходит в режиме реального времени. Эти слова Дмитрия Пескова. И принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб глава государства дал все необходимые указания. Это была цитата Дмитрия Пескова. Трагедию в Крокус-Сити прокомментировали в том числе и в МИД. Вот что рассказала Мария Захарова. Естественно, в страну для России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнования в связи со страшной трагедией в Крокус-Сити-Холл и со словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное. Мы это уже видели, они повторяют. Новые кадры поступили в Телеграме, поэтому сейчас мы оттуда посмотрим. Там уже есть фотопортреты подозреваемых. Вот, то, что я параллельно смотрю сразу же в Телеграме с разных источников, что происходит. Вот, значит, смотрите, вот эти портреты, их уже, значит, фотопортреты их уже показали. Вот, будем как бы двигаться между между Телеграмом, Твиттером и новостями, потому что кое-где новости быстрее обновляются, чем прямой трансляции просто по Москве. Там уже как бы давно и то же самое повторяют по кругу. Давайте посмотрим, что вот новое обновили в Телеграме. Значит, вот показали это один товарищ этот. Показали вот этого. И сейчас еще видео вышло в Телеграме тоже. Там показывают, как они выходили из белого Рено. Это в Телеграме уже люди выставили. Значит, смотрите, вот этот. Потом, значит, получается, что в итоге 5. Сначала разговоры были, что 4 их было. А теперь говорят, что 5. Вот, значит, вот такой. Это, видимо, из камер сняли. И вот этот. Вот 5. Это у меня телеграм-канал «Техасцы в России». Тут уже, значит, обновленные данные. Значит, дальше смотрите. Вот тоже сказали, что распространяется по сети список якобы разыскиваемых за нападение в Крокус. Вот они. Гураджеев Амирхам Туханович, Аздоев Адам Магомедович. Это, видимо, двое, ребята. Это не 5 разных, это двое, просто разные, видимо, виды этого лица. А вот показывают, что это автомобиль, на котором они приехали. Вот смотрите, это в Телеграме уже показывает канал База. Они разделили. Сказали, что было белое Рено. Сейчас у меня, по-моему, видео здесь есть. И тут показывают первую минуту нападения на Крокус. Смотрите, этого... Бежать. Их очень много. Выходи на выход туда. Они заблокируют сейчас дверь. Я, знаете, представляю их состояние, потому что я была в Техасе летом и была в шопинг-центре, как раз в большом известном шопинг-центре, и началась стрельба. И, в общем, тоже нас вот такой толпой, мы начали убегать оттуда. Вот, в этом шопинг-центре, где я была, никому не убили, но в соседнем убили 15 человек. И я вам хочу сказать, что реальное состояние такое, когда вот говорят, что уходите, идет стрельба, ты первые минуты вообще не понимаешь, что происходит. А я уже потом поняла, когда вышла на улицу, оказалось, там вся парковка заставлена полицией, везде пробки бешеные, какие-то сигнализации кругом работают. Вот, и ты стоишь вот как баран. Я вот стояла, знаете, у меня были вещи какие-то, которые я набрала. Macy's, я была в Macy's магазин в Далласе.
Я стояла с этой одеждой. Вы знаете, вот люди бегут куда-то, да, бегут. Я слышу, что кричат, что там стреляют. И вот ступор, вот такой ступор, я думаю, да ну, какой-то бред, да. И вот как-то даже мне не возникло желания куда-то идти, куда-то бежать. Я потом просто как вот... Я даже вот какое-то время хотела остаться на месте, вообще никуда не двигаться. Но потом они говорят, мы сейчас закроем магазин, выходите. Мы вышли. Но в соседнем моле на самом деле 15 человек застрелили в тот день. И я вот порой просто, знаешь, ты вот в ступоре стоишь, вообще не знаешь, что делать. А это, смотрите, это вот показывают, как они выходят из Рено, начинают стрелять. Вот это первое видео, не было этого видео, кто-то, видимо, снял. Смотрите. Вот люди в машине ехали, видимо. Смена на 40. И вот они, видите, вот они видят, что они бегут люди какие-то. Машина вот подъезжает. Плохо видно, они тут базу нацепили, этот свой лого, watermark нацепили, плохо видно. Вот из этой машины они, видимо, выскочили, из белой. Написано, что вооруженные люди выходят из белого Рено и начинают стрелять в сторону центрального входа Крокус Сити Холла. Это самое начало нападения. И вот тут тоже еще одно видео. Тоже, наверное, это уже видели. Это тоже вот люди убегают из Крокуса. Теракт. Вот люди бегут по мосту. Очень много народу бегут. И тут было, что президент Сербии Александр Вучич сказал, 7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать торговые центры. Потом это же сделали британцы и кто-то еще. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет. И добавлю, не предупреждали службы России. Более 40 убитых. Вот так вот. Ну, вернемся пока к прямому эфиру, посмотрим, что происходит. Если есть какие-то обновления. Смотря видео, что люди не паниковали, спокойно спускались по лестнице, смотрели, что, собственно, у них на нижних этажах, плавно спускались. Кто-то эвакуировался из подвала, кто-то спускался по эвакуационной лестнице. Большую часть эвакуировали очень быстро, но, собственно, самое главное, что без паники. Напомню, все-таки пострадали более 100 человек, 40 человек погибли. Обо всем уже известно и Владимиру Путину, и Владимиру, и Воробьеву, губернатору Московской области Алексею Воробьеву. Вот, поэтому сейчас действительно все службы контролируют данную ситуацию. Мы видим, что на месте очень много машин и ДПС, и более 50 машин скорой помощи, машин реанимации. Кружат вертолеты, то есть я думаю, что это даже слышно. Один за одним кружат вертолеты, сбрасывают в воду, то есть вот буквально один вертолет улетел и сразу же прилетел другой. И действительно дым уже стал другим. Давайте еще раз покажем. Дым раньше был черным, и огонь буквально вихрем вился над зданием Крокус Сити Холла. Сейчас ситуация уже более спокойная, но, конечно, ситуация очень трагическая, и это теракт, друзья. Настя, спасибо. Моя коллега Настя Тареева продолжает находиться на месте трагедии. Сейчас она обновит данные, которые получает в режиме реального времени непосредственно с места событий. Мы к ней вернемся. Прямо сейчас новость последних минут. Директор группы «Пикник» не может связаться с одним из участников группы. Ранее мы давали его в том числе и комментарий. Он был в нашем эфире. Он сообщал, что все участники коллектива, до кого
смогли дозвониться, не пострадали. Но вот с одним из участников коллектива до сих пор связаться не можем. Вот сейчас вы видите информацию, которая была ранее от него. Сейчас она немножко изменилась. О том, что с одним участником связаться не могут. Я еще раз повторю для наших телезрителей, которые сейчас, возможно, не могут дозвониться до своих близких, родных и родственников, я очень прошу вас соблюдать спокойствие, насколько это возможно. Все номера телефонов, по которым вы можете позвонить и узнать какую-либо информацию, мы периодически озвучиваем в нашем эфире. Пожалуйста, только по этим номерам звоните и получайте всю необходимую информацию. К месту. Ребята, я вот сейчас проверяю западные телеграм-каналы. Это DD Geopolitics канал. Они, значит, пишут, что глава Израиля и глава Министерства иностранных дел, я перевожу с английского, он выразил соболезнования семьям погибших и те, кто был затронут этой атакой. И я вам хочу сказать, что я сегодня поставила пост на YouTube, просто пост выставила, что вот это происходит такое, и уже кто-то, видимо, из Израиля ответил, что ну вот Россия особо не выражала соболезнования, когда 7 октября произошло такое в Израиле. А когда начала осуждать нас, что мы начали, значит, бороться с этим Хамасом и так далее, на что я ответила, что бы ни случилось в России, мы не будем геноцидить целый народ, кто бы ни стоял за этими подонками. А Израиль под предлогом того, что случилось 7 октября, пошел геноцидить целую Палестину. И как бы сравнивать это вообще не имеет никакого смысла. Смотрим пока новости. Я делаю сейчас апдейт в Твиттере, смотрю, что западные средства пишут по этому поводу. К месту трагедии ехать сейчас не нужно. Оставайтесь возле своих экранов и следите за всей оперативной и проверенной информацией от источников, которые непосредственно поступают какие-либо дополнения. Теперь давайте посмотрим, что происходит на ленты информагентств, потому что обновляются каждую минуту практически сообщения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорит о том, что часть пострадавших госпитализированы в больнице Москвы, часть в учреждения Московской области. Только что он об этом заявил. Я уже ранее говорил, что все регионы, конечно же, отказались от проведения каких-либо массовых мероприятий, в том числе и в Санкт-Петербурге. Только что об этом заявил. Вот западные средства тоже пишут, что правительство Армении и правительство Объединенных Эмиратов и Саудовской Аравии уже послали соболезнования Путину. Также Австрия прислала, Словения. Ну, Белоруссия давно уже, Швейцарленд, это Швейцария и British Embassy, то есть эти британские, значит, посольства тоже выразило соболезнования. Наверное, они же как бы в этом всем принимали участие, теперь будут тут соболезнования выражать, твари. Мэр Беглов в своей социальной сети. Далее, что касаемо пожара, обновленных данных, которые от МЧС. Площадь пожара также составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. Но, как мы видим по кадрам, которые получаем в режиме прямого эфира, основное пламя удалось потушить, в том числе при помощи вертолетов. Их было и продолжают они работать, там их несколько штук. Мне подсказывают, еще раз, пожалуйста. Давайте посмотрим, что сейчас еще говорит, как комментирует Андрей Воробьев всю ситуацию, которая происходит возле Крокус-Сити-Холла. Вот сейчас я так понимаю, мы можем вывести, да, этот кусочек аудио и видео. Давайте сейчас. Да, я готов вывести это видео на экран. Давайте. Угу. Провели оперативный штаб, все службы на месте, каждый занимается своим делом.
Соответственно, наша задача дать полную информацию по тем, кто госпитализирован. Это Москва, Московская область и федеральные клиники. И 4 города у нас в Подмосковье: Долгопрудный, Химки, Одинцово и Красногорск, куда госпитализированы те, кто, соответственно, был доставлен в наши клиники. Списки в ближайшее время мы опубликуем, и прямая линия, которую мы открываем сейчас, это 122-0, для того, чтобы получить необходимую информацию тем, кто ищет своих близких и родственников. Это был комментарий, последний комментарий Андрея Воробьева, губернатора Московской области. Вот буквально только что он появился в нашем эфире. А вот что говорит последнее заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас это, точнее, будет сообщение с ленты и информагентств. Ранее Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией. Также на место направлены все оперативные... Также пишут в западном канале о том, что прислали соболезнования Кыргызстан, Турция, Пакистан, Египет, Куба, Казахстан, Венесуэла, Азербайджан, Узбекистан, Армению я уже говорила. Также пришло сообщение от Боливии, и США тоже выразили, но мы знаем, что это они как бы окончательно не осудили этот акт агрессии, а вроде как непонятно, что сказали. Службы. Вот его цитата. Сегодня в торговом центре Крокус-Сити произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибшим. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Теперь давайте о движении. Перекрыт съезд с Волоколамского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Как я уже ранее неоднократно говорил, выбирайте для объезда, например, северо-западную хорду. Ну а больше подробностей, как выбрать пути объезда, что происходит с дорожной ситуацией, нам рассказали в департаменте транспорта. В настоящее время к Крокус-Сити-Холл направлено 10 автобусов особо большого класса ГУП «Мосгортранс». При необходимости их количество будет увеличено, они зарезервированы. Автобусы будут находиться на месте столько, сколько потребует сложившаяся ситуация. Станция метро Микинина работает штатно на вход и выход. Движение на МКАД в районе Крокус-Сити-Холл сильно затруднено. Мы просим водителей избегать поездок в данный район и выбирать альтернативные пути проезда. Так, ребята, еще появились новости, значит, от украинского правительства. У них, значит, глава, пресс-секретарь этого офиса президента Завирная сообщила в соцсетях, что все события в Москве – это не что иное, как почерк русских специальных служб, перевожу с английского, и что, помните, Харьковский хайвей, Норд-Ост, и тогда также был Беслан, ничего нового. Понятно, представьте, это они начали говорить, что это все Россия сделала. Беслан и Норд-Ост, это все сделала Россия. Западные посольства предупреждали о надвигающихся террористических атаках для русских властей. Тогда и сейчас они должны объяснить мобилизацию, поэтому они устраивают вот такие шоу. Представляете, Подоляка также сообщил, что Украина ничего не имеет общего с этой атакой на Крокус, и это вообще не Украина, ни в чем. И тут еще сказал Юсов, это у них глава, нет, это не глава, а представитель ГРУ, как он у них называется, ну вот эта секретная служба, у которого Буданов глава, они, значит, написали, что террористическая атака в московском регионе – это обычная провокация путинского режима для того, чтобы убедить международную общественность в том, что подставить Украину. В общем, писец какой-то, что они вытворяют, что они говорят вообще, ужас.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф. Они лично координируют оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Далее к Крокус-Сити-Холлу направлено еще 10 автобусов особого большого класса Мосгортранса для эвакуации людей. Об этом сообщают тоже местные власти. Как я уже говорил, продолжается там эвакуация людей, которые остались, которых выводили и сейчас продолжают в том числе выводить из этого огромного здания, потому что площадь всего возгорания до сих пор неизвестна, и количество людей, сколько находились внутри, в том числе эти данные тоже пока что обновляются, мы их вам скажем в режиме прямого эфира. Возле станции метро Микинина, то есть точнее станция метро Микинина работает в штатном режиме, но там усиленный досмотр, поэтому если вы собираетесь на эту станцию, учитывайте то, что, возможно, там придется подождать, и из-за того, что там скопилось тоже определенное количество людей, которые сейчас идут на выход или на вход, возвращаются домой, с этим могут быть сложности. Далее возвращаемся к заявлениям официальных лиц. Дмитрий Песков комментирует трагедию вот так. Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в Крокус-Сити-Холле было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем в режиме реального времени. Это слова пресс-секретаря. Да, а это уже мы знаем, они уже говорили. То, значит, публикуют в группе выдержки из соцсетей в Твиттере, и украинские аккаунты, большие причем аккаунты, пишут такие комментарии, типа того, что прекрасный концерт, невероятные спецэффекты, жаль, мало порешали, надо повторить. Или долбить нормально, но можно было бы и больше, Норд-Ост. Вторая какая-то скотина пишет, что нормальное заведение можно утилизировать и коптить свиней. Да, жарковато в помещении, это Юлия Ермакова пишет. В общем, украинские соцсети просто разрываются от желчи и радости по поводу всего этого. Но причем украинские спецслужбы в упор отказываются сообщать, что это они к этому причастны. Типа, они тут ни при чем. Секретаря президента о эксклюзивные кадры, которые появились в нашем распоряжении, это кадры задержания предполагаемого террориста. Вот вы видите, как это происходит. Хронометраж, то есть время этих кадров буквально там несколько секунд, но они очень важные для того, чтобы вообще понимать, каким образом и как быстро оперативные службы в том числе среагировали на это и нашли первых предполагаемых террористов. Мы, как только получим дополнение о том, что еще кого-то задержали и что уже есть какие-то первые подозреваемые, мы, конечно же, озвучим это в нашем эфире. Мы пытаемся связаться с экспертом по пожарной безопасности. Он нам в том числе расскажет и прокомментирует уже как бы профессиональным взглядом, что происходит и почему в том числе так долго очень сложно потушить крышу горящего здания, потому что уже вот на протяжении, сколько я в эфире, около 3 часов мы смотрим в режиме реального времени, что огромное количество вертолетов и пожарных служб, и пожарный поезд на месте очень сложно потушить, но большая часть пожара, если то, что видно по кадрам, уже более-менее потушили. Мы с экспертом свяжемся чуть позже. Прямо сейчас в нашей студии появился мой коллега Ваня Князев. Он в том числе следит сегодня весь вечер за поступающей информацией. У него есть обновленные данные. Вань, давай я тебе передам слово, ты расскажешь, что тебе известно. Да, Стас, здравствуй. Новый день наступил. Это уже у нас 34 минуты нового дня. И мы с коллегами, пока вы здесь работали в студии, попытались в хронологическом порядке, если не поминутно, но
хотя бы приблизительно восстановить картину событий, которая у нас наблюдалась накануне вечером. Итак, вот что нам удалось восстановить. Первые сообщения о стрельбе в Крокус-Сити-Холле появились сразу же после 20 часов, ну, примерно 20 часов 15 минут. Появились, что стрельба произошла в концертном зале Крокус-Сити-Холл в подмосковном Красногорске. Затем в здании начался пожар. Вот я сейчас фактически зачитываю сводки первых сообщений, которые появились на лентах различных информагентств. По данным экстренных служб, нападавшие на входе в здание Крокус-Сити-Холла открыли огонь, а потом в здании начался пожар. Огонь открыли предположительно из-за автоматического оружия. Стрельба началась буквально вот за несколько минут незадолго до концерта группы «Пикник». Вначале данные о количестве нападавших разнились. Вот разные телеграм-каналы, в социальных сетях появлялась информация. Сложно было, конечно, доверять этим источникам, но появлялись данные о том, что нападавших, стрелявших было 3 человека. Потом уже заявлялось о том, что их было 5. Появлялись какие-то комментарии очевидцев по этому поводу. Но сейчас вот точной информации о том, сколько было нападавших, на данный момент нет. Пока только тут буквально недавно показывали видео о том, что задержали одного из них. Вы вот буквально несколько минут назад могли видеть эти кадры. Примерно в 20 часов 18 минут в сети начали появляться первые кадры, как нападавшие открыли стрельбу по людям. Это, конечно, ужасающие кадры. Люди, которые находились в холле. Как сообщали очевидцы, нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия, повторюсь. Затем вот сразу же появились сообщения о пожаре. И также примерно в это же время, вот в 20 часов 20 минут, появились сообщения о том, что в Крокус-Сити-Холле что-то взорвалось. И очевидцы сообщали о том, что нападавшие использовали в том числе гранаты, и появились же сразу же затем кадры, как люди начали выбегать из здания, кто-то что-то комментировал. Теракт. Вот люди бегут по мосту. Очень много народу бежит. Боже, все бегут, Рита, все бегут. Мы слышали стрельбу. Люди все попрятались где смогли. Потом прогремел взрыв. Наверху начался пожар. Вот как бы супругу вывели из подвала. Я дождался. Мы только зашли в гардероб, я пошла в уборную, и началась стрельба, и мы сбежали через уборную на пожарную лестницу и дальше в подвал. И в подвале уже был очень сильный запах дыма, и мы просто там нашли воду, пожарный шланг, обливались водой и ждали, пока нас спасут. Но слава богу, что все люди вели себя крайне адекватно. Зачем я там была там? Вы не представляете, как это страшно. Стреляли, это было очень страшно. Эвакуация. Народ валит быстро. Ну вот, судя по всему, события развивались достаточно стремительно. Нападавшие достаточно быстро перемещались. Это видно по кадрам по зданию Крокус-Сити-Холл. Сейчас, кстати, до сих пор нет официального подтверждения, откуда они ворвались в здание Крокус-Сити-Холл. Появляются сообщения, которые мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, о том, что нападавшие использовали 2 точки входа. Через главный вход с улицы, и в том числе через парковку. Но пока мы, вот еще раз повторю, официально подтвердить это не можем. Это, конечно, все установит следствие. Но вот буквально через несколько минут после того, как стрельба произошла в холле, видимо, судя по всему, нападавшие уже переместились в концертный зал, потому что кадры с тем, что стрельба началась там, также стали появляться буквально вот уже через несколько минут в концертном зале, где люди собрались посмотреть и послушать концерт группы «Пикник». Вот где-то примерно в 20 часов 20 минут также начали появляться и сообщения, и кадры о том, что Крокус-Сити-Холл горит. Как сообщали очевидцы, был подожжен зал. То ли кресло поджигали, то ли что-то еще. Но сразу же появились кадры о задымлении, и были слышны звуки стрельбы. Пришли с женой под самое, можно сказать, начало, поднялись, куртки сдали, объявили, что сейчас начнется концерт. После объявления начались хлопки.
Сначала ощущение было, что петарды какие-то. Смотрим, народ рванул в разные стороны, кто куда. Особенно те, кто на первом этаже вот в партере были. Смотрим, через сцену начали убегать. Мы, соответственно, тоже встали. Парень какой-то вбежал, говорит, ребята, все уходим, там, говорит, с автомата люди. Конкретная стрельба была, ну, очередь автомата я узнаю. Мы сначала в рядах легли, потому что эти уроды уже зашли вниз. Я сверху видел, как они людей стрелять начали. Мы в этот момент между рядов лежали. Потом они как будто ушли под балкон. И в этот момент мы вот ползком добрались до непосредственно выхода. Жена первая выскочила, а я тут замешкался, думал, что она еще осталась там. Начал бегать между рядов искать. Потом созвонились, я за ней следом. В этот момент загорелось, черный дым пошел. И я выбежал, люди все в шоке. Я не понял, через какой выход, но на задний двор выбежал. Ну а далее уже начали приходить сообщения о том, что достаточно серьезный пожар развернулся на крыше здания Крокус Сити Холл. Но вот сейчас уже есть подтвержденные данные, что в конечном итоге огонь охватил 13 тысяч квадратных метров. Пламя достаточно быстро разгоралось. На место происшествия вот сразу же после первых сообщений о ЧП выехали оперативные службы. Более 30, вот в первые минуты, более 30 областных и 20 столичных бригад скорой помощи направили Крокус Сити Холл. Об этом сообщали власти Подмосковья и официальные московские службы. Также незамедлительно по тревоге были подняты сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования, СОБР и мобильные отряды особого назначения в Москве. Президенту Путину в первые минуты после случившегося в Крокусе была доложена вся... Ну, это мы уже знаем, это уже было. В чате вот этот Хачатурян Гарник, что вы думаете, что Россия вас не спасла или там предала? Вы своим государством сами занимаетесь. У вас миллионы армян в Москве живет, и Россия не обязана заниматься вашими делами. Вас уже спасали сколько раз, от вас благодарности от армян никакой нет. Вы еще имеете совесть писать тут, что Россия вас предала и так далее. Ребята, новые кадры вышли в Телеграме, поэтому будем сейчас тут смотреть. Записали. Потом появились кадры, смотрите, на мосты появились уже вот такие стелы, скорбин со свечками, смотрите. Потом показывают вот здесь какая-то информация была, взрывной опасности, и силовики начали отгонять людей от входа. Очень много людей. Давай, ускоряйся! Вертолеты тушат. Специальные методы тушения тушат с вертолетов. Сейчас покажу видео. Вот тут покажу, как они, видео из Крокуса, снято вскоре после начала стрельбы, люди убегают из здания. Вот смотрите. Это ловушка. Это может быть ловушка. Они могут оттуда спуститься запросто. Ну вот они вышли, видите, через другую дверь, через задний вход они вышли, то есть двери были открыты, и они бы спаслись. О, слава богу, господи. А это показывают, как вертолеты тушат. Пожар. Вертушки ходят каждые 2 минуты, заходят на точку, скидывают воду. Станция перекрыта, очень много ментов. Выйти не получилось посмотреть. Да, украинцы, которые в этот
пишете мерзости в чате, здоровье погибшим, вы знаете, вам это не поможет. Вам эти теракты, которые вы там устраиваете, вам это никак не поможет. Потому что просто вашей Украины вообще не станет вообще, от слова совсем. Чем больше вы будете вот такое устраивать, тем хуже как бы вам. А вы извините, такими способами вы не расшатаете страну, только хуже сделаете себе. Идиотские ваши замечания в чате. Ну, через дорогу, через мост, пожар. Крокус выгорает, крыша обвалилась. Ну, скидывает. Знаю много людей. На платформе полиции, медики, горит. И вы поняли, почему вертолеты там летают все время? Потому что, видимо, вертолеты как раз таки и тушат вертолетами. Вот смотрите, пишут, что белорусы собираются в посольство России в Минске, многие с цветами. Ну, белорусы молодцы, свои люди, конечно. А сказали, да, ребята, вы правы, что эти уже, оказывается, 3 марта, они были ликвидированы. Это бы сброс, наверное, украинцы сделали, что это вот типа подозреваемые. Оказывается, что это не подозреваемые, это уже был какой-то вброс. А вот рассказали люди, которые из здания выбрались. Или как вам удалось выбраться из здания? Ну, да. Мы еще не зашли в зрительный зал, вот, стояли возле сувенирной лавки, услышали выстрелы, крики людей, побежали. То есть вы были на первом этаже? Мы были на первом этаже, да, мы не заходили в зал. Подождите, не заходите, пожалуйста. Не, дайте сесть, она замерзла. Вот, услышали выстрелы, побежали вниз на цокольный этаж, там где гардероб, заперлись в туалете, сидели там, слышали выстрелы, крики, сидели, пока все не стихло, пошел дым, вот, такое сильное задымление стало, на парковку мы вышли на улицу, вот, очень много людей достаточно раненых, много скорых. Вот немножечко помогли, чем можно, и все. А я просто не понимаю, как вам удалось выбраться живыми? Учитывая видео, которое публиковали, вот нас не было в зале, мы их не видели. Но они же были вот там, вот, получается, на первом этаже, как я понимаю, где вход, люди пытались выбежать, и они их расстреляли там на входе. Мы не дошли чуть-чуть туда. То есть мы отошли, мы были в стороне. Но это и спасло. А вы, я не знаю, там, условно, краем глаза видели вообще, Нет, как не это видели. происходит? Не видели. То есть, по сути, какая-то доля секунды буквально уберегла вас от смерти. Скажите, когда вы входили, меры безопасности, они... Меры безопасности были, металлоискатели, рамки, да, то есть все стандартно. Вот как они прошли, мы не знаем, но это пусть уже работают компетентные органы, я уверен, что они разберутся. Получается, когда вы выбегали из здания, еще не были заблокированы двери, то есть они были не под контролем людей? Мы выходили через подземную парковку. Через подземную? Да, там много было людей? Ворота. Опишите просто, я понимаю, что паника, вот это вот стадное чувство. Мы быстро сориентировались, люди бежали, кто-то побежал сразу к выходу, кто-то бежал в разных направлениях, мы особо не смотрели по сторонам, мы просто... интуитивно, на цокольный этаж, в какое-то закрытое помещение, где можно было запереться и ждать. Обставим было несколько человек, естественно, там люди переживали, кто-то молился, все нервничали. Все молодцы, все хорошо держались. Скорым большая благодарность. Очень хорошо работали, много людей спасли. Правоохранительным органам только поскорее задержать, они тоже там, не могу оценить их работу, но, по-моему, они все делали хорошо, все грамотно, быстро очень прибыли на место, все оцепили, всех вывели. Больше ничего пока сказать не могу. В самом здании, может быть, в коридоре вы слышали по громкоговорителю какие-то объявления? По громкоговорителю почти сразу, буквально через пару минут включилось, что покиньте помещение, покиньте здание, покиньте зал, там не пользуйтесь лифтом. То есть автоматический информатор включился, и он, собственно, и работал все это время. Вы, получается, не успели, да? Вот я вижу, взять не одежду, Нет, понятно. Не до этого было, конечно. Там дым, мы не знаем, там, может быть, там система пожаротушения включилась,
нас там вода была на полу. Вот. Последнее, о чем думаешь, в такой ситуации, это забрать пальто, честно говоря. Вы о чем думали в той ситуации? Вы слышали выстрелы, Просто, вы видели панику? было понятно, что что-то происходит, что-то опасно, люди побежали, закричали. Просто надо было жену спрятать, самим спрятаться, укрыться. После этого, после того, как там сами какие-то люди забежали, тоже позаботиться о том, чтобы стояли и держали дверь, честно говоря, чтобы не запиралась. Вот. Опишите, вот получается, вот так вот вы прям стояли и ручку время, тянули на себя. И ручку держал, да, все. Вот. Вы боялись, что вас убьют? Я думаю, что этот свидетель, он как раз таки мало что видел, да. Вот тут показывают, смотрите, жертвы, это уже в черных мешках, это те, которые, видимо, вынесли, сложили, те, которые погибли. Это ужас, конечно. Дмитрий Медведев написал, что семьям погибшим в теракте искренние соболезнования, душевных сил всем близких пострадавших. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противоставить силу. Смертям, тотальной казни террористов, репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступить с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены, безжалостно уничтожены, как террористы, включая официальных лиц государства, совершавшие такое злодеяние. Смерть за смерть. И вот на английском он тоже выпустил это в Твиттере. Вот. Тут также пишут, что в Твиттере радостные на английском, это украинские каналы, но они на английском пишут, что спасибо, молюсь за эту ночь, год это Бог, он забомбил Россию, и бомби Россию, Бог, бомби Белгород, Бог, бомби Курск, Бог, бомби Санкт-Петербург. Представьте, он молится, да? Бог, бомби целый это болото. Аминь. Писец. Какие они больные, это ужас. А дальше тут пишут, что тоже вот они супернова, плюс посольство в Москве предупреждало их о том, что это произойдет. Вот. В общем, радостные новости, радостные вести от украинцев. Вот. А россияне говорят, что примерно 40 человек погибло и 100 человек ранено, и у них 130 лайков, 54 огонь, 17 лайков и 130 хлопушек. Так, вернемся к живому стриму, посмотрим, если какие-то новости появились за это время. Сейчас, ребята, подключимся. Андрей Воробьев. Да, произошла трагедия. Мы здесь в Крокусе работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. 21 человек ранены, госпитализированы, 4 в тяжелом состоянии. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных и, соответственно, Также сообщалось, что людей начали спасать с крыши здания Крокус-Сити Холла. Работы велись с помощью специальных подъемных механизмов. В половине 10 вечера появились официальные сообщения уже о погибших и раненых в результате нападения на Крокус-Сити Холл. Цифры менялись время от времени. Меры безопасности после случившегося достаточно быстро были усилены в столичных аэропортах, практически мгновенно. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале. Также уже спустя какое-то время Андрей Воробьев заявляет, что более 70 бригад скорой помощи работают у здания Крокус-Сити Холла. На месте происшествия примерно в это же время уже были замечены спасательные вертолеты. В 21:36 в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение об отмене в столице всех массовых мероприятий в выходные. Культурных, спортивных. Мэр попросил москвичей отнестись к этому с пониманием.
пониманием. Также сначала в частном порядке начали появляться сообщения о том, что отменяется в субботу занятия в образовательных учреждениях столицы. Достаточно быстро, кстати, после этого уже и официально это подтвердили. Ну и примерно вот в это же время, где-то примерно в 21:30, 21:40, достаточно оперативно, все сразу, я бы так сказал, но начинают появляться сообщения и приходить соболезнования от мирового сообщества. ООН заявляет, что скорбит в связи с гибелью людей в Крокус-Сити-Холле в подмосковном Красногорске. Это заявил заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак. Он так сказал, что мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации. Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой и заявил, что США не обладали заблаговременной информацией о ЧП. Но вот, кстати, вот к этой фразе, я думаю, еще многие аналитики будут возвращаться, потому что все-таки были сообщения о том, что Соединенные Штаты и другие страны предупреждают о том, что в столице, в нашей стране, ну, там про столицу не говорилось, но предположительно возможный теракт. В Вашингтоне заявили, что все произошедшее могло случиться, и заявления эти были еще, кстати, до 8 марта. ООН опечалена сообщениями о стрельбе, тоже официальное сообщение, пытается получить дополнительную информацию. Свои соболезнования в связи со случившимся выражают представители разных стран. Одними из первых это сделали Египет и Казахстан. Ближе к 10 часам уже Следственный комитет официально заявляет, что возбуждено уголовное дело по факту теракта в Крокус-Сити-Холле. МЧС наращивает группировку, задействованную в тушении пожара. К тушению привлечено более 320 человек. Это вот к тому времени было. Свыше 130 единиц техники. Пожар пытаются потушить 3 вертолетами. На горящее здание сбрасывается вода, осуществляется сброс воды. Как мы уже говорили, площадь пожара составляет 13 тысяч квадратных метров. В 22:14 появилась официальная информация о том, что в результате теракта, пока по предварительным данным, я цитирую, в результате теракта в комплексе Крокус-Сити-Холл 40 человек погибли, более 100 пострадали. Специальные службы проводят оперативно-розыскные действия. Мы уже видели, что в Крокус-Сити-Холл приехал глава Следственного комитета Бастрыкин. Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом уже заявляют в ФСБ России. По факту происшествия в концертном зале Крокус-Сити-Холл Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это террористический акт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального аппарата Следственного комитета России. Пострадавших в теракте везут в больницы Красногорска, Химок.